Фармакологическое действие. Фламадекс – нестероидный противовоспалительный препарат, производная пропионовой кислоты, оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Анальгезирующее действие наступает через 30 минут после парентерального введения. Продолжительность болеутоляющего действия после введения в дозе 50 мг составляет около 4-8 часов. Показания. Купирование болевого синдрома различного генеза, в том числе послеоперационные боли, боль при метастазах в кости, посттравматическая боль, боль при почечной колике, альгидисменория, ишиалгия, радикулит, невралгии, зубная боль, симптоматическое лечение острых и хронических воспалительных, воспалительно-дегенеративных и метаболических заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе ревматоидный артрит, остеоартроз, спондилоартриты, анкилозирующий спондилит, реактивный артрит, псориатический артрит. Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования. На прогрессирование заболевания не влияет. Способ применения и дозы. Применять внутримышечно, глубоко, медленно, внутривенно-струйно, медленно не менее 15 секунд или капельно 10-30 минут. Рекомендуемая доза для взрослых 50 мг каждые 8-12 часов. При необходимости возможно повторное введение препарата 6-часовым интервалом. Суточная доза не должна превышать 150 мг. Фламадекс показан для кратковременного применения, и лечение им следует ограничивать периодом острых симптомов, не более 2 суток. Нарушение функции печени. У пациентов с легким и умеренно выраженным нарушением функции печени суммарную суточную дозу следует снизить до 50 мг и проводить частый контроль функциональных показателей печени. Фламадекс не следует назначать больным с тяжелым нарушением функции печени. Нарушение функции почек. Для пациентов с легким нарушением функции почек суточную дозу снижают до 50 мг. Пациенты пожилого возраста. Корректировка дозы для пациентов пожилого возраста обычно не требуется, однако в связи с физиологическими состояниями функции почек рекомендуется снизить дозу препарата. Общая суточная доза 50 мг при легких нарушениях функции почек у пациентов пожилого возраста. Правила приготовления растворов. Для приготовления раствора препарата Фламадекс для внутривенной инфузии содержимое одной ампулы 2 мл разводят в 30-100 мл 0,9% раствора натрия хлорида, раствора глюкозы или раствора Рингера. Раствор следует готовить в асептических условиях, защищая от воздействия дневного света. Приготовленный раствор должен быть прозрачным и бесцветным. Противопоказания. Повышенная чувствительность к декскетопрофену или другим нестероидным противовоспалительным препаратам или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата, в том числе к сульфитам. Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов. Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе, другие активные кровотечения, в том числе подозрения на внутричерепное кровотечение, антикоагулятная терапия, воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь Крона в стадии обострения, тяжелое нарушение функции печени, прогрессирующие заболевания почек, тяжелое нарушение функции почек, подтвержденная гиперкалиемия, декомпенсированная сердечная недостаточность, период после проведения аортокоронарного шунтирования, гемофилия и другие нарушения свертываемости крови, беременность, период грудного вскармливания, детский и подростковый возраст до 18 лет. Фламадекс противопоказан для нейроаксиального, эпидурального или интратекального введения из входящего в состав препарата этанола. Особые указания. Фламадекс следует с осторожностью назначать пациентам с аллергией в анамнезе. У лиц с симптомами желудочно-кишечных нарушений или заболеваниями желудочно-кишечного тракта в анамнезе
требуется наблюдение врача, особенно при желудочно-кишечных кровотечениях. В случае развития желудочно-кишечного кровотечения у пациентов, принимающих декскетопрофен, препарат немедленно отменяют. Следует с осторожностью назначать препарат пациентам, одновременно принимающим средства, которые могут увеличить риск возникновения язвы или кровотечения. Кортикостероиды, антикоагулянты, например, варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагреганты, в том числе ацетилсалициловая кислота.